Привет, друзья, с вами Андрей Паровар, и сегодня я расскажу вам, как сделать баню, если вы оказались в дичайших условиях в лесу и вам невероятно хочется попариться в баньке. Поехали! Итак, первое, что вам необходимо сделать, это выбрать место, где вы будете строить баню. Место должно быть более-менее ровным, желательно, чтобы оно было у воды. Для чего? Первое, конечно, это наносить воды к костру, для того, чтобы у вас была горячая вода. И второе, это чтобы можно было из горячей баньки, я вам это позже продемонстрирую, выбежать прямо в водичку, занырнуть и охладиться. Желательно это делать, напомню, после хорошего прогрева, не сразу. Второй момент, который нам необходимо учитывать при строительстве бани и выборе места, это наличие рядом деревьев, которые мы будем использовать, сухих деревьев для дров. А дров нам с вами потребуется совсем немало, потому что нашу баню мы будем топить 2-3 часа, в зависимости от температуры наружного воздуха и ветра. Чем сильнее ветер, тем быстрее у нас будут сгорать дрова. Поэтому наличие вот таких сухих бревен, которые мы будем также использовать, только приветствуется. Рядышком можно еще поискать какие-нибудь грибочки, которые пожарим потом после баньки. Третий момент, который нам очень важно учесть, и это один из самых важных моментов при строительстве бани, это камни. Мне повезло, я нашел камни от старой печки, которую здесь уже кто-то делал, и мы сейчас их используем. Если у вас есть камни от старой печки, это здорово. Если нету, то вы набираете довольно-таки приличное количество камней. В первую очередь нам необходимо обратить внимание на большие камни. Вот такие большие камни, которые будут служить у нас стенами. И очень важно найти вот такие плоские камни, хороший камушек, которые будут служить у нас верхом нашей печи. Чем больше камней, тем лучше будет теплоемкость у нашей печи. И, соответственно, тем больше она будет жаркая, тем больше будет хороший пар, и тем будет нам приятнее. Но камни находим разные. И круглые, и плоские, и большие, и маленькие. Маленькими будем затыкать дырочки, из которых будет вырываться пламя. Вот, поэтому наша следующая задача – это рассортировать эти камни, разложить их по местам и начать строительство нашей печи. Для того, чтобы вам было понятно, как строить печь, я вам это нарисую. Варианты строительства печи. Первое – это П-образная печь. То есть здесь мы ставим камни основания. И в идеале наверх мы ставим 1 или 2 или 3, или может быть вы найдете одну большую плиту камней, которые лягут у нас сверху. Значит, ширина должна быть где-то порядка 40-50 сантиметров, глубина 60-70 сантиметров. Чем больше у вас печь, тем больше у вас туда влезет дров, и тем больше у вас будет теплоемкость и жар от этой печи. Допустим, вы не можете найти, нету таких камней у вас, которые перекрыли бы у вас верх печи. Что я в этом случае делаю? Я также ставлю основание печи и по центру, например, в одном месте или в 2 местах, могу поставить даже в 3 местах, ставлю опорные камни, на которые облокачиваю. У меня получается печка разделена на 2 части. Бывает так, что и это не получается. Что я в этом случае делаю? Я беру и делаю следующим образом. Я ставлю основание 2 стенок с одной стороны и с другой стороны стенкой. Здесь перекрываю еще одной стенкой и делаю топку с 2 сторон. То есть я могу закладывать дрова здесь и могу закладывать дрова здесь. Таким образом, соответственно, у меня получается 2 топки с разных сторон. Суть та же, но перекрывать уже значительно проще и легче. Сейчас мы к этому приступим. Итак, друзья, я выложил основание нашей печи, которая, собственно, у нас послужит нашим основным фундаментом. Обратите внимание, что это основание более-менее одинаковое по высоте, и нам будет просто
выкладывать крышки, так называемые крышки сверху, которые будут являться верхом нашей печки. То есть вот у нас получилось где-то порядка там 60 сантиметров глубиной, 70 и примерно там где-то 45 сантиметров шириной. Туда мы можем совершенно спокойно заложить 3-4 дровины. Вход я сделал немного уже, чем саму печку. Здесь было поуже, чтобы поменьше было сужение воздуха и топка была получше. А здесь уже основная топка, от которой будет идти жар. Итак, вот я подготовил. Сейчас будем смотреть, будут они подходить, не будут. Верхние крышки. Вот первая подошла. Тоже отлично подошла. Такие вот сейчас опорные мы поставим. Если вдруг он соберется падать, чтобы у него было на что падать. Итак, друзья, значит, у нас получилась основная конструкция. А так как у меня больше нету больших камней и сделать печь выше я не могу, что я делаю? Я беру любой плоский камень и начинаю из печи доставать песок до тех пор, пока высота моей стопки не достигнет примерно 40 сантиметров, чтобы я понимал, что туда уместится где-то 4 дровины по ширине и где-то 3-4 ряда будет по высоте. То есть где-то там порядка дровин одна около 10 сантиметров, то есть 30-40 сантиметров высотой. И вот мы копаем вглубь, соответственно, и теплоемкость будет лучше, потому что земля будет ее сохранять. Вот. И потом нам в целом выгребать угли оттуда тоже будет значительно проще, чем если бы мы это делали просто с земли. Так что копаем. Итак, друзья, каркас нашей печи готов. Топка тоже готова. Дальше я выбираю уже небольшие камни и начинаю обкладывать печь сверху и по бокам камнями для увеличения ее теплоемкости. Плюс нам необходимо, чтобы у нас весь жар оставался внутри печи, чтобы языки пламени не проходили из щелей, а именно оставались внутри и хорошенечко прогревали наши камушки, на которые потом мы будем поливать, и чтобы водичка, соответственно, шипела. Так что поехали, потихонечку берем. Основной акцент я всегда делаю сначала на края. То есть я обкладываю края для того, чтобы прижать те плиты, которые у нас положены сверху. Чтобы если вдруг какая-то плита лежит не ровненько или не сильно прижата, я сначала прижимаю края, а потом уже более мелкими камнями я обкладываю их сверху. То, что они у вас будут периодически съезжать, в этом ничего страшного. То есть они будут становиться в те места, в которые они должны вставать. Но при этом будьте аккуратны. Соответственно, камни весят немало, и надо их как-то более-менее вот ровненько вкладывать, как кладку. Вот, чтобы они, между ними были минимальные зазоры и щели. Более мелкие камни нам тоже очень важны, потому что они прогреются быстрее и будут давать нам основной жар. И теперь поехали. Еще можно дополнительно обложить по бокам. Опять же берем большие камни и складываем. Это даст нашей конструкции дополнительную прочность и мощность. Друзья, я вам забыл сказать, где я нахожусь. Я нахожусь в лоне природы в республике Карелия. Я вам рекомендую хотя бы раз в жизни, а лучше раз в год, приезжать вот в эти вот красоты, невероятной красоты места, которые заставят вашу душу просто развернуться. Вы отдохнете здесь и телом, и душой. А если вы еще и сможете поставить баньку на берегу вот такого вот озера, кстати, это река Суна, при выходе уже к Гирвусу, то вы об этом точно, не то что никогда не пожалеете, но запомните на всю жизнь. Здесь настолько все чисто, что я всегда здесь пью воду прямо из водоема. О!
это бомба, ребята. Это бомба. Грибы, ягоды, баня, солнце, вода. Это непередаваемо. Всем рекомендую от души. Итак, друзья, наша баня готова. Обратите внимание, как она выглядит. Я отдельное внимание и особое внимание выделяю ее красоте. Мне нравится, когда вот она выглядит красиво, когда она имеет правильные формы, когда вот с какой бы стороны ты ни зашел, она, соответственно, выделяется своей вот красотой. Что хочу добавить. Когда вы сделали баню, но еще не затопили ее, рекомендую вам оставить несколько маленьких камней, которые вы будете использовать во время топки. Когда вы хорошенечко ее растопите, вы увидите, как будут из разных мест, из щелей выходить языки пламени. Вот их желательно прикрыть для того, чтобы тепло сохранялось полностью, все в печи, аккумулировалось и максимально быстро нагревалось. Топлю я в среднем где-то 2-3 часа, как я уже сказал, в зависимости от температуры, вот, от теплоемкости камней и, конечно же, от дров, потому что дрова бывают разные. Здесь у нас дров особо много нету, в основном здесь растет сосна. Сосна по теплоемкости, конечно, отличается от березы и от дуба, вот, поэтому мы будем топить немножечко дольше, если бы топили, например, березы или дуб. Вот, поэтому не забудьте оставить камушки для того, чтобы ими закладывать язычки пламени. Итак, мы с вами добрались до момента, когда нам необходимо начать топить печь. И для того, чтобы растопить печку быстро, я рекомендую собрать сушняк. Чем больше сушняка вы соберете, тем вам будет проще затопить печь. Ну и в принципе сушняк, кроме этого, я еще использую в самом конце, когда мне нужно печь максимально дотопить и дать ей максимальное количество огня. Я перестаю топить ее большими дровами и закладываю туда больше и больше сушняка, для того, чтобы прогорели остатки дров, и потом мне нужно было вынуть только маленькие угольки. Если у вас нет топора, но вы уже сделали печку и вам нужны дрова, и при этом у вас нет сушняка, то выход один – найти какой-нибудь лагерь, дождаться, чтобы все уснули, и собрать оттуда дрова. Что мы сейчас и сделаем. Погнали! Много дров. Вот так вот просто и незамысловато мы обзавелись дровами. А сейчас попробуем сначала разжечь при помощи вот такого устройства. И пока топится наша печурка, нам необходимо озаботиться еще тем, что нам нужны венички. Венички мы будем брать березовые, так как это север Карелии. Здесь, конечно, с березами небольшая проблема. Если они есть, то ветки у них находятся высоко от земли. И те березы, которые вы найдете, старайтесь их сильно не обдирать. То есть вот нашли березку, одну-две веточки взяли и уже перешли к следующей березке. Вы нашли вот такую березку с порослью, с
снизу, то поросль, в принципе, тоже можно брать. Мы ее для объема просто будем вкладывать вовнутрь. Вот обратите внимание на эту березу. Брать с этой березы нечего, потому что сами веточки у нее длинные, листьев немного, и толку от нее никакого не будет. Вы будете просто ею стягать как плеткой. Поэтому такую березу мы не трогаем. Типичная карельская береза. Пускай растет себе дальше. Вот тоже типичная карельская береза. Тонкая, невысокая. И веточки расположены довольно-таки наверху. Вот мы можем потихонечку ее опустить немножечко вниз и взять у нее несколько пригодных для нашего веничка веточек. Тоже немножко берем, чтобы березку нашу пожалеть. И запомните, берегите природу, мать вашу. Ой, блядь! Жесть, сука! О! Во время сбора березы для веников мухоморы не ешьте, а то у вас будет разноцветная веселая баня. Не надо есть мухоморы, запомните, это важно. Если у вас ограниченное количество березы, как в моем случае, для 2-3 веничков, то я вот добавлю немножечко рябинки и можжевельничка, для того, чтобы венички наши были поплотнее и повкуснее. Итак, венички для походной бани. Значит, существует 2 вида веников. Первый веник — это если вы паритесь один, то я в этом случае делаю веник подлиннее, примерно 50, а то и 60 сантиметров. Для чего? Для того, чтобы я мог достать до боков, до низа. То есть я парюсь один, и мне нужен веничек подлиннее. Если вы паритесь с кем-то, то, так как мы будем находиться в ограниченном пространстве, походная баня, она небольшая, и особенно если вас в этой походной бане несколько человек, то мы делаем небольшие, около 30 сантиметров, аккуратненькие, маленькие венички, для того, чтобы нам просто было, наше движение имело минимальную амплитуду, и мы могли, соответственно, с чьей-то помощью попариться. Так что таким веником, например, будет достать до середины спины проблематично. Вот. А так вот, если мы паримся с кем-то, то, соответственно, нас этим веником будет очень удобно парить. Делаем аккуратней маленький венчик. Значит, я сделаю 2 веника. Один — это будут оба березовые веники, но в одном венике будет присутствовать можжевельник. Он довольно-таки колючий, то есть этим можжевельником мы будем делать легкий массаж тела. С одной стороны это будет можжевельник, туда же я вложу немножечко рябинки и закроем мы это все дело березкой. А второй веник будет классический, березовый, небольшой, хороший, красивый, удобный венчик. Береза карельская, соответственно, такая обвислая, поэтому рекомендую в таком случае немножечко подрубить концы, чтобы они не секли вам в спину, и придать каплевидную форму веничка. Вот у нас получился с одной стороны веничек с можжевельником, а с другой стороны хороший, вкусненький. Ай, хорошо! Ай, как же пахнет! О, не надышаться. Веничек. Кстати, можжевельничек прям чувствую через одежду. И вот мы кожу
немножко почешем можжевельника, потом мы можем им и помыться этим веником. Переворачиваем и паримся потихонечку березом. У нас получилось два маленьких, аккуратненьких, хорошеньких веничка, которыми можно париться как самостоятельно. Невероятного запаха можжевеловой с рябинкой и с другой стороны березки и березовой. Так что идем дальше. Ну и как раз вот то, о чем я говорил. Вот сейчас в процессе топки мы видим языки пламени, которые выбегают у нас из печи. И вот эти вот места мы закрываем камнями, запоминаем это, потому что здесь у нас будет одно из самых раскаленных мест, и сюда мы будем поливать водичкой в первую очередь. Это сейчас мы все закроем, и здесь у нас будет очень и очень горячо. Именно для этого мы оставляли эти камушки. Итак, печка у нас топится, венички у нас готовы. И сейчас нам очень важно сделать, собственно, каркас бани, в которой мы будем париться. Есть два варианта. Простой и более сложный. Простой вариант, как у меня есть с собой походная баня. Она продается в туристических магазинах. Представляет из себя ПВХ каркас, пленка, которая просто натягивается на жердины, что я сейчас и сделаю. То есть поставлю 4 жерди и натяну этот каркас на эти жерди. Если у вас нет этой походной бани, то вы идете в любой хозяйственный магазин, покупаете либо пленку пищевую в больших рулонах, либо полиэтилен в рулонах, ставите также жердины, скрепляете их, если есть гвозди на гвозди, если нет гвоздей, то на скотч, и обматываете просто ее полиэтиленом, вырезаете дверь, и вуаля, баня готова. Каркас нужно ставить и натягивать пленку только после того, как прогорел у вас огонь и вы уже вынули все угли. Обратите на это внимание, потому что если вы это сделаете после, у вас просто сгорит пленка и вы можете угореть. А угарный газ – это очень опасно для здоровья и жизни газ. Пока топится банька, ты просто идешь в соседние кусты, набираешь там брусники и лопаешь ее. И обогащаешься витамином С. Брусника, черника, грибов в этом году просто море. Здорово. Очень важно, когда прогорели дрова, и вы понимаете о том, что они больше не нужны, что печка хорошо истопилась, берем лопатку, вырываем рядышком, там, где вы не будете ходить, ямку. И в эту ямку начинаем вынимать угли. Зачем нам это надо? Это для того, чтобы вы просто-напросто не угорели. Угарный газ, он очень опасен для жизни, поэтому ни в коем случае не оставляйте ни одного уголечка. И даже тогда, когда у вас останутся угольки, которые вы не сможете вынуть, вы берете какой-нибудь веничек, неважно, из ольхи, из березы или даже из сосны, макаете ее в водичку, и этой водичкой все эти угольки в обязательном порядке тушите и гасите, чтобы не было ни одного уголька, чтобы вы не угорели. Это очень важно, обратите на это внимание. И после того, как мы вынули все угли, мы прям засовываем сюда. И вот это все, остатки все выгребаем, для того, чтобы там не осталось ни одного уголька. Здесь тоже оставлять угли нельзя, потому что здесь мы будем стоять сейчас ногами. И не хотелось бы, чтобы кто-то ошпарился или обжегся. Итак, друзья, баня у нас готова, стоит. В чайнике горячая вода для того, чтобы поливать на горячие камушки. И проходите вовнутрь, я вам сейчас все покажу.
Чайничек можно поставить прямо сразу на камушке, для того, чтобы он продолжал прогреваться. Закрываем за собой дверку. И льем на камни. Хорошо. Ну что же, я начинаю, с вашего позволения, париться. И о своих ощущениях я вам расскажу уже немного позже. С легким паром. Ой, тепленько, мягонько. Вот она, где русская душа-то. Вот тут себя чувствуешь настоящим мужиком. Не офисным планктоном, а викингом. Ой, из баньки. Студеное озеро. Как же это шикарно, друзья. Это непередаваемо. Я не знаю, что вам сказать, потому что передать это словами невозможно. Я просто от души, очень искренне хочу, чтобы каждый из вас испытывал такой момент в своей жизни. Это несложно, очень легко. И в заключении, единственное, что я вам скажу, это ставьте лайки, рассказывайте в комментариях, был ли у вас опыт походной бани. Если был, то где? Подписывайтесь на канал, и вы узнаете все секреты пара от Паровара. Пока.